Я пришла в главную церковь Стамбула, собор Святой Софии. София на греческом языке означает «мудрость». Собор назван в честь мудрости Божьей. Эта церковь была построена в 537 году и много раз после этого модернизировалась и перестраивалась. Что ж, пойдем посмотрим, что там внутри. При входе в Софию надо обязательно снимать обувь. Сегодня очень много народу, и поэтому все свое ношу с собой. Тысячи лет храм был православной святыней. Святая София считалась самым важным собором империи. В середине 15 века Византийскую империю захватили османы. В этот период Фатих Султан Мехмед сделал из собора мечеть для мусульман. В этом статусе она пробыла до 1935 года. В дальнейшем было принято решение сделать там музей. В собор можно заходить, чтобы у тебя были закрыты плечи, пупок и колени обязательно. И с 2020 года, с июля, это снова действующая мечеть. И сейчас, в воскресенье, мы присутствуем на молитве. Перед нами мужская часть зала. И позади небольшой уголок для женщин. А началось все с того, что задумал византийский правитель Юстиниан построить храм Святой Софии в Константинополе, который должен был превосходить известный храм царя Соломона в Иерусалиме. Ребят, давайте на секунду прервемся и послушаем молитву. Теперь продолжим. Это была самая необычная стройка за всю историю Византийской империи. Большую часть строительных материалов привозили из святынь, относящихся практически ко всем языческим религиям. К примеру, порфировые колонны нижнего яруса собора доставили из храма Артемиды и храма Солнца. Сам храм был сделан из кирпича, но на отделку уходил куда более дорогой материал. Здесь использовались поделочный камень, золото, серебро, жемчуг, драгоценные камни, слоновая кость, а также мрамор. Его привезли в Константинополь из бассейна Средиземноморья, а также со знаменитейшей Афинской горы Пенделикон, из мраморных плит которой строили Акропольский Парфенон в честь богини Афины. По историческим сведениям, на строительство было потрачено около 130 тонн золота. Таким образом, храм Святой Софии стал самым дорогостоящим проектом за все время существования Византийской империи. Под Айя Софией расположена сложная сеть тоннелей. Один из них ведет на площадь Ипподром, а еще один – во дворец Топкапы. Согласно легенде, однажды им воспользовалась сама Хюррем Султан, жена Сулеймана I, чтобы спасти свою жизнь. При изучении подземных ходов Святой Софии ученые нашли много золота и костей. Ребят, в Софию, как и во все мечети в Стамбуле, вход бесплатный. А я, как вы уже поняли, вышла и направляюсь в археологический музей. Он находится буквально в 5 минутах от собора. Сегодня я пришла также по карте Музеем ФАС в Стамбульский археологический музей, где хранятся сотни ценнейших экспонатов, принадлежащих к разным цивилизациям. Музей основан в конце XIX века по инициативе турецкого живописца и археолога Османа Хамди Бея. Он находится в историческом районе Эминönü, рядом с дворцом Топкапы. Музейный комплекс состоит из 3 зданий. Главное здание, изразцовый павильон и музей Древнего Востока. Основное здание построено в стиле классицизма. В начале 20 века к нему были добавлены правое и левое крыло, в результате чего оно обрело свой нынешний облик. Попадая в музейные стены, словно бы переносишься в старинную Турцию на машине времени, погружаясь в историю искусства древнейших могущественных империй. Экспонаты, которые демонстрируются в музее, были найдены не только на территории Турции. Археологические раскопки проводились и в Африке, в Месопотамии, на Балканах и в Греции. Здесь стоит побывать, чтобы увидеть самые известные древние подлинники, такие как Сидонский саркофаг, голову со змеиной колонной с площади Ипподром, саркофаг плачущей женщины, бюст Зевса и бюст Александра Македонского. Перечислять можно много, но лучше пойдем смотреть.
Слева от меня саркофаги, когда-то находившиеся в церкви святых апостолов, нынешней мечети Фатих в Стамбуле. А это голова медузы, которая находится за пределами музея. Напоминает одну из голов, которую можно увидеть в цистерне базилики. Она находится напротив Святой Софии. Далее перед нами большой мраморный саркофаг, также с изображением голов медузы Горгоны, а бог любви Эрос держит гирлянды с этими головами. При входе в главный корпус археологического музея вас встречает огромная статуя бога беса. Это бог-карлик и весельчак, покровитель домашнего очага, защитник от злых духов, бедствий и опасных животных, а также покровитель семьи, будущих матерей, стариков и детей. Ребята, в этом зале представлены скульптуры 1 века нашей эры. Посмотрите, какая тонкая, я бы сказала, филигранная работа, как прорисованы детали. Это статуя Эфеба. В древнегреческом обществе так называли юношу, достигшего 16 лет, когда он обретал все права гражданина и становился военно обязанным. Далее статуя Афины, богини войны и мудрости, одной из наиболее почитаемых богинь Древней Греции. Она входит в 12 великих олимпийских богов. Покровительница городов и государств, наука мастерства, ума, сноровки и изобретательности. Конец V века до нашей эры. А это статуя Адриана, римского императора, который правил в начале II века нашей эры. Он был одним из 5 императоров, при котором Римская империя достигла своего наивысшего расцвета. Перед нами бог моря Посейдон, сын Титана Кроноса и Реи и брат Зевса. Это Зевс. Зевс считался главным божеством древнегреческого пантеона. Он заведовал не только громом и молнией, но также всем Олимпом и человеческим миром. Перед нами богиня удачи и судьбы Тюхе. Она символизирует изменчивость мира, его неустойчивость и случайность. Тюхе олицетворяет собой счастливый случай. Она держит на руках бога богатства Лотоса. Далее еще одна статуя Посейдона. Покровитель искусства Аполлон, скульптура Афродиты, богини любви и красоты, которая когда-то украшала храм Зевса. Подходим к статуе Марсия. Это фригийский сатир. Он осмелился бросить вызов богу Аполлону в искусстве игры на флейте. Когда Марсий проиграл состязание, Аполлон подвесил его на высокой сосне и содрал с него кожу. В следующем зале представлены скульптурные портреты Диоклетиана, Марка Аврелия, римских императоров, великого завоевателя Александра Македонского, Октавиана Августа, основателя Римской империи, поэтессы Сапфо и других выдающихся деятелей античной эпохи. Далее идут египетские саркофаги, и это, ребят, 5 век до нашей эры. А в этой гробнице похоронен человек со своим котом. Рядом с ним были найдены канопы. Это ритуальные сосуды с крышкой в форме человеческой или звериной головы. В нее складывали органы умершего. Перед нами мумия Табнита I. Он был царем Сидона в начале V века до нашей эры. Надпись на его саркофаге гласила: «Кто прикоснется к нему, будет проклят». А вот и ликийский саркофаг.
из царского некрополя Сидона в Ливане, и это 5 век до нашей эры. Он украшен барельефами, которые изображают охоту на львов и кабанов, а барельефы на торце показывают сражающихся кентавров и сфинксов. Перед нами Сидонский саркофаг конца IV века до нашей эры со сценами из жизни Александра Македонского. По одной из версий, этот саркофаг принадлежал Абдаланиму, садовнику, которого Александр Македонский сделал царем. Рельеф саркофага изображает битву при Иссе между войсками Александра Македонского и персидским войском царя Дария III. Каждая из военных сцен насыщена движением, она передает разгар схватки. Фигуры воинов полны силы и энергии, и на этом фоне тела убитых находятся в резком контрасте. Древний скульптор очень точно передал детали костюмов сражающихся воинов. Изображение настолько реалистично, что возникает ощущение присутствия в этом бою. Далее идет саркофаг с изображением Федры. Федра была дочерью критского царя Миноса и Пасифаи и сестрой Ариадны, той, что дала нить Тесею, чтобы он выбрался из лабиринта, убив Минотавра. У Тесея от предыдущего брака был сын, и звали его Ипполит. На следующем саркофаге изображен миф о Федре и Ипполите. Получив любовное послание Федры, Ипполит сжигает его и отправляется к мачехе, чтобы высказать свое возмущение. По одной легенде, не выдержав отказа, она закричала, принялась рвать на себе одежды. Прибежавшим слугам Федра сказала, что Ипполит собирался изнасиловать ее, после чего покончила с собой. По второй легенде, Федра, услышав отказ Ипполита, не выдержала этого и повесилась в собственных покоях. Перед нами саркофаг Сидомара, названный так в честь города, в котором был найден. Он считается одним из самых больших саркофагов древнего мира и весит 32 тонны. Это 3 век нашей эры. На многих саркофагах сохранилась естественная роспись и даже видны оттенки краски. К примеру, это надгробная стела из мрамора, 5 век до нашей эры. Перед нами огромный барельеф, который был найден близ города Иврис. Отсюда его официальное название – барельеф из Ивриза, и датируется 8 веком до нашей эры. На барельефе изображен хетский царь Варпалавас перед богом грома Тархунзасом. Кто из них царь, а кто бог, я думаю, вы поймете сами. Тархунзас был одним из главных божеств в хетском пантеоне. Он отвечал не только за гром и молнию, но и за погоду и плодородие. Следующий барельеф с изображением Балхарана, предположительно, он был управляющим при царе Салмансаре IV, 8 век до нашей эры. Эпоха его правления является белым пятном истории Новоассирийского царства. Зато далее перед нами статуя сирийского царя Салманасара III, и это 9 век до нашей эры. Он создал величайшую державу, простиравшуюся от восточных берегов Средиземного моря до нынешней ирано-иракской границы. К сожалению, в результате заговора наследника ассирийского трона судьба царя была трагична. Какие колечки были в IV веке нашей эры? Израстовый павильон построен еще в 15 веке, в период правления султана Мехмеда II, завоевателя. Только посмотрите, какая роскошная коллекция драгоценных украшений. Порой кажется, что ты в золотой комнате Эрмитажа. А вот на этом электронном столе можно откопать себе монетку и узнать информацию о ней. Вот у меня здесь такая вышла. В Древней Греции венки вручались в качестве призов победителям спортивных и художественных состязаний. Их часто делали из ветвей лавра, дуба и оливковых деревьев. Они символизировали триумф, плодородие, мир и добродетель. Их одевали на торжественные церемонии. Также золотые венки создавались для погребения правителей элиты. Расцвет древнегреческой чернофигурной вазописи приходится на 7-4 века до нашей эры.
нами серая колонна. Это фрагмент триумфальной арки Феодосия, которая составляла когда-то часть архитектурного ансамбля форума Феодосия и была единственной известной монументальной аркой в Константинополе. Во дворе археологического музея представлено еще много впечатляющих экспонатов византийской эпохи. А вот и главный охранник музея. Их здесь очень много. Также на территории есть кафе, где можно перекусить с видом на крупнейший центральный парк Гюльхане. Перед нами мечеть Сулеймания. Она уступает по размеру только мечети Чамлыджа, а по значимости только Айя Софии. Расположена в старой части города, недалеко от главных рынков города – Египетского базара и Гранд-базара. Всем привет, мои хорошие! Я приехала в мечеть Сулеймания. Ее построил султан Сулейман Великолепный, и вот уже 450 лет эта мечеть стоит, ни одно землетрясение ее не тронуло. На этой же территории находится гробница султана Сулеймана и Хюррем. Идем смотреть. Мечеть сооружена по приказу султана Сулеймана Великолепного в середине XVI века. Сулеймания – настоящий архитектурный шедевр, возникший в городе благодаря стараниям великого зодчего Синана. Строительство поистине величественного и одновременно изящного сооружения велось около 7 лет. На его возведение султан Сулейман выделил из государственной казны баснословные по тем временам средства. Заходим вместе внутрь. Мечеть вмещает более 5000 верующих. Купол в высоту 53 метра. Только представьте, это почти 15-этажный дом. Архитектор Синан продумал все так, что у верующих, входящих внутрь мечети, возникает ощущение, будто они попадают в окружение потоков света, падающих прямо с небес. Подобная иллюзия создается при помощи многочисленных оконных проемов, которых в мечети 168. Представляете, 136 окошек располагаются по периметру здания и 32 окна встроены в сам купол. А еще мечеть известна своей непревзойденной акустикой внутри здания. Дело в том, что Синан придумал уникальный ход, встроив в стены мусульманского храма особые кувшины-резонаторы. В мечети 4 минарета, которые означают, что султан Сулейман Великолепный – 4-й падишах Стамбула. И на первых 2 минаретах есть по 2 балкона, и на 2 минаретах после по 3 балкона. Всего 10. Это не случайно. 10 балконов означает, что Сулейман был 10-м правителем династии Османов. Мечеть Сулеймании хранит множество тайн. Одна из них рассказывает, как-то до правителя Персии дошли слухи о том, что строительство святыни Сулеймании затянулось. Тогда падишах решил подшутить над султаном Сулейманом, прислав ему в дар большое количество самоцветов, алмазов и других драгоценных камней, намекая на недостаток средств у османов. Конечно же, Сулейман оскорбился, получив такой подарок, и в гневе отдал приказ замуровать все персидские драгоценности в фундамент одного из минаретов. Драгоценности до сих пор не найдены. Султан Сулейман строил мечеть, чтобы увековечить память о своем правлении и самому покоиться на территории Сулеймании. Однако через год после окончания возведения мечети умирает его любимая жена Хюррем. Сулейман приказывает построить на территории комплекса, рядом со своим мавзолеем, усыпальницу в честь своей супруги, где впоследствии была захоронена жена великого правителя. Конечно, самым красивым и грандиозным мавзолеем на территории мечети является тюрбе, гробница в исламской архитектуре, султана Сулеймана Великолепного. Сейчас она перед нами. Тюрбе не случайно является 8-угольным зданием. Каждый угол соответствует именам – Аллаха, пророка Мухаммеда и 6 имамам. Рядом мавзолей Хюррем. Время правления султана Сулеймана вошло в историю как период расцвета Османской империи. Государство расширило свои границы до максимальных во все времена существования империи и обросло богатством и влиянием, которое даже и не снилось его соперникам. Не зря данный век назвали великолепным.